Я не... Вот это монстр. Приветствую, друзья! Подвожу итоги прошлого сезона. И сегодня речь пойдет о такой разновидности воблеров, как шеды. Честно говоря, до этого сезона я немного ловил именно этой категории воблеров. И самый результативный из шедов у меня был Хамси. Да и тот не показывал каких-то феноменальных результатов. Но непреодолимое желание познакомиться с ними поближе у меня было. И уже давно. В итоге в прошлом сезоне мой арсенал пополнили новые шеды и просто порвали все мои приманки вчистую. И сейчас я уже даже не представляю, как я до этого жил без них. Итак, не буду вас долго томить, давайте перейдем сразу к третьему месту. На третьем месте, как ни странно, у нас самоделка. Этот воблер сделал мастер и рыбак Андрей Коваленко. Я уже неоднократно пользовался приманками Андрея, и некоторые меня реально поражают. Ну а давайте вернемся к нашему герою. Воблер имеет довольно высокое тело и напоминает силуэт карася. Но в целом, несмотря на такую высоту, тело у него довольно компактное, как у большинства шедов, и составляет 80 мм. Приманка всплывающая, весит 18 грамм. Спереди у него установлена довольно толстая и мощная лопатка, которая в сочетании с объемным телом создает довольно приличное сопротивление на проводке. Покраска очень качественная и красивая. Поверх самой краски Андрей нанес какой-то довольно стойкий лак. Поэтому от зубов хищника практически нет никаких следов. Ну а сама расцветка выполнена ближе к натуральным цветам. На борту стоят два мощных тройника. Такими даже не стыдно тащить китовую акулу. Очень надежные. Заглубляется воблер не сильно и предназначен для таких небыстрых проводок. Если же вы его начнете агрессивно твичить, то он просто вылетит на поверхность. Шед обладает соблазнительной игрой, да и вообще, мне кажется, многое еще кроется именно в его форме, которая напоминает излюбленную пищу щуки карася. Щука атакует его очень жадно. Удар. Ё-моё. Что там? Трофей, что ли? Прет как бронепоезд. Удар такой был. Ну, да, конечно, показательно. Но смотрите, как спиннинг гнет в дугу. Я пока не вижу, что это. Не показывается. Да, хорошая щука. Щука просто атас. Ох-охо. Блин, ты лодку мне подтопишь. Хорошо, что у меня якорь с другой стороны. Так удар хвостом в баркас был. Да ё, не прячься ты там. Капец. Да, это трёха точно. Ну и там, кстати, в шеде отличные тройники. Это у нас самоделка делал Андрей Коваленко. Там крючки просто
выдержит любую щуку. Тебя взять. Смотрите какая. Ну такая, где-то 3, мне кажется. Вот, отработал воблер. Ну это такой шед. Не знаю даже на что это реплика. А может это в принципе какой-то свой эскиз. Андрей Коваленко. Красавчик. Просто я твои воблеры обожаю. Да, пил. Монстр какой-то. Второе место заслуженно занимает шед от Pontoon 21. Это Каликана 82. Это настоящий убийца щуки и крупного окуня. Вот реально, без прикрас косит хищника, как автомат Калашникова. Благодаря такой небольшой тонкой лопатке, которая отлично режет воду, и слегка вытянутой формы, воблер получился совсем не упористый. Это позволяет вести его уже не так медленно, то есть он прекрасно ловит и на среднескоростных проводках. А это, я вам скажу, лично для меня очень ощутимое преимущество, поскольку порой меня чересчур бесит очень медленная анимация. Кроме этого, воблер уже может быть использован и для облова более обширных зон, и стать своего рода разведчиком. Глубина проводки у этого воблера около 40 сантиметров для плавающей версии и полметра для суспендера. Не везде в моих условиях он проходит, не цепляя траву, поэтому я его чаще использую осенью, когда уже водоросли упали. И вот тут воблер очень хорош. У него вот такой прекрасный роллинг на паузах и неплохой слайдинг. Не так много хищников может устоять перед такой игрой. Что там такое за торпеда? Блин. Просто монстр какой-то. Это точно щука. Я кого-то забагрил. Не. Махина. Она держится всего за один тройник. Может зайти, конечно. Давай, иди сюда. Такая сильная. Не угомонишься никак. Вот, смотрите, ребята, отработал воблер Каликана в 82 размере. К сожалению, у этой модели есть один коварный минус. Это его слабая лопатка, которая ломается в самый неподходящий момент. Поэтому желательно иметь с собой запасной экземпляр, а лопатку уже починить позже. Ух,
Итак, первое место. На первом месте у нас воблер от того же бренда Pontoon 21. И это легенда. Называется он Betashed 75. Этот воблер по-настоящему влюбил в себя. В моем опыте есть приманки, которые меня удивляли, но этот шед буквально изменил все. Я уже, честно говоря, не представляю себе рыбалку по меликам без него. Настолько он результативен и собирает всю щуку, что это уже просто на уровне какой-то браконьерской снасти. Вот реально, когда не работают никакие приманки, ставлю Betashed и начинается клев. Это реально уникальный воблер. Не хочется говорить универсальный, но точно многофункциональный, поскольку соблазняет как активную, так и неактивную щуку. И работает как по теплой, так и по холодной воде. Да и по размеру щуки влетают на него от мала до велика. Что интересно, благодаря такой компактной форме, очень часто он хватается щукой за оглоб. Если посмотреть на игру воблера под водой, то становится понятно, чем она так нравится хищникам. Тут и долгие остаточные колебания, и шикарные развороты, и соблазнительный шум. В общем, полный комплект. Воблер предназначен для таких медленных проводок, настолько медленных, что можно вообще им топтаться на месте. Поэтому он годится скорее для локальных мест, а не широких просторов. Знаете, его стихия — это такие зоны под камышом, кошки в траве, ну и тому подобное. Блин, я тебя удержать не могу. Какая сильная. Вот это зверюга. Просто монстр. Ребята, смотрите, как заглотила. О, смотрите. Просто затрёшка. Но, как и предыдущий воблер, он имеет очень жирный минус в виде своей слабой лопатки, которая, по-любому у вас однажды сломается. Поэтому необходим запас такого результативного шеда. Да, кроме этого, он еще и достаточно редкий в продаже. Но если вы его встретите, то обязательно купите. Вы не пожалеете. Причем можно вообще не обращать никакого внимания на расцветки. Щука жрет абсолютно все. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю анонсы будущих видео. Да и так много материала выходит. Ну, отчеты с рыбалок. Опа, удар. Удар. Есть. Ага. Так. Цепочек подзатянем. А щука решила прорекламировать мой телеграм-канал. Вовремя клюнула. Такая, похоже, неплохая щучка. В сторону прет. Так, сейчас он тут начнет джазовать возле лодки. Ух, красота. Ух, ё-моё, там опять, похоже, мамка. Да, точно. И шед у него тоже опять глубоко в пасти. Вот это меня поперло. Ну, крупняк. Вот это монстр. Ребята.
Ну вот, ребята, щука, конечно, воблер там заглотила капитально. Да, ух ты, ё-моё, что там за крокодил? Садил. Вот, что-то крупное. Вперед, куда-то в сторону. В лодку. Лодку не надо. Ох, ох, вот это она бьет. Рывки такие, ну-ка покажись. Да, хорошая щука. И очень активная. На этом мой рейтинг подходит к концу. Обратите внимание и на другие мои рейтинги, обзоры, которых предостаточно на канале. В комментариях напишите, пожалуйста, про свои любимые шеды. Будет интересно узнать как и мне, так и другим подписчикам. Если видос вам зашел, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе новостей. Берегите себя, всем счастливо, всем пока. Ну это как? После пустых 4 часов поклевка за поклевкой. Бам-бам.